Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о помидорах. Что мы знаем о них? Ну, то, что это вкусный, сочный овощ красного цвета. Ни одна хозяйка не может обойтись без этого красавца. И салатик, и томат-паста, и закатки на зиму. Да и томатный сок только посоли и пей на здоровье. А если спросить у мужчин, то с кетчупом можно съесть любую еду. И все это сеньор помидор. А почему помидор? Паста томатная и сок томатный, а не помидорный. И точно ли это овощ? Возможно, ягода или фрукт. Как растет и откуда он появился в нашей жизни? Вопросов предостаточно. Значит, нужно разобраться. И необходимо узнать побольше интересной информации. Поехали! Да, действительно, помидор каждому знаком с детства. Без этого овоща нашу жизнь трудно представить. Привыкли мы к нему и любим его. А ведь немногие знают, что питаться им по историческим меркам стали сравнительно недавно. Его родина – Южная Америка. Культурным растением помидор стал очень давно. Более 2000 лет назад его выращивали индейские племена в тропических районах Латинской Америки. В мире существуют две основные версии его географического происхождения. По одной из них, официальной, родиной считается Мексика, так как на ее территории были обнаружены самые многообразные, различные по своему вкусу и форме виды томата. Согласно второй версии, он впервые появился в Перу и Эквадоре. Основой для таких предположений служат очень мелкие, размером с горошину, плоды. Там же произрастают и вишневидные помидоры, считающиеся предками современного крупноплодного. Даже после открытия Америки он долго еще оставался культурой, неизвестной европейцам. Первое литературное упоминание о нем датируется 1554 годом. Испанцы и португальцы оказались не только первыми колонизаторами Америки, но и первыми среди тех, кто начал разводить помидоры в Европе. После томаты начали свое триумфальное шествие. Они появились в Италии, Франции и других европейских странах, в том числе и в России. Итальянский ботаник Матиоли описал новое, неизвестное европейцам растение так: плод сдавленный, наподобие кругловатых яблок, рассеченный подобно дыням. Сначала цвета зеленого, затем, когда наступает зрелость, у некоторых растений оказывается золотистым, у других же красным, и потому называется золотым яблоком. Само слово помидор итальянского и французского происхождения. Из этих языков оно и перешло в русский. Золотое яблоко, помодоро, так звучит оно на итальянском. Такие же ассоциации возникли у французов. Помодамур. Тоже яблоко, но только не золотое, а любовное. А название томат пришло к нам из Мексики. Там оно звучит как томатль. Название «золотое яблоко» и «яблоко любви» томат получил благодаря своей окраске. До селекции она была двух цветов – желтого и красного. Первый всегда вызывает представление о золоте, второй считается символом любви. В Европе помидоры сначала были декоративными растениями из-за красивых ярких плодов. Ими украшали клумбы в садах, зеленью помидоров обвивали балконы и беседки, выращивали в горшках на подоконниках. Ведь поначалу плоды помидоров считали ядовитыми и не использовали их в пищу. Заблуждения оказались очень устойчивыми, и употреблять помидоры в качестве пищевого продукта в некоторых странах длительное время не решались. Европейские ученые, вырастив помидор, сразу увидели его схожесть с посленом. А послен очень ядовит. Там содержится целый набор веществ, которые вызывают и боли в желудке, и нарушение координации, диарею, аритмию и повышенное сердцебиение. На этом основании итальянский врач Пьетро Андреа Матиоли объявил помидор ядовитым растением. Отчасти это правда, стебли и листья помидоров действительно ядовиты, но не плоды. Миф об их ядовитости ввел в заблуждение даже знаменитого ученого Карла Линнея. Он называл помидор волчьим персиком. Такое обозначение дано ему в составленном им перечне растений. Ученый искренне верил в несъедобность этого овоща. Истории известно немало довольно курьезных случаев, когда, исходивших по Европе слухов о ядовитости этого растения, им пытались отравить. Естественно, такие попытки заканчивались неудачей.
В 1820 году в здании суда Салема состоялся суд над помидорами. Однако полковник Роберт Джонсон выступал против этих предубеждений. В 1808 году этот садовод-любитель привез семена, чтобы познакомить жителей Салема с этим овощем, или ягодой, или фруктом, но об этом позже. Он даже устраивал соревнования и предлагал награды тем, кто вырастет самые большие помидоры. Мало того, он даже регулярно их ел. Вот безумец! Во время заседания Роберт Джонсон сделал нечто странное. Он прошел прямо к зданию суда с корзиной полной помидоров. Привлекая внимание толпы, он начал есть помидоры один за другим, получая, судя по всему, огромное удовольствие. Тех, кто пришел посмотреть на смерть этого сумасшедшего, ждало большое разочарование. Мужчина был в порядке. Травить помидорами продолжали достаточно долго и с упорством, достойным лучшего применения. И в этом была своя положительная сторона. Ведь именно благодаря подобным действиям их пробовало множество людей, имевших возможность оценить вкусовые качества плода этого растения. Только в 19 веке началось его массовое распространение. Помидор приобрел огромное значение. И сейчас томат – это одно из самых распространенных на земле овощных растений. Один только Китай производит более 30% всех томатов в мире. Это 60 миллионов тонн и опережает Индию, второго по величине производителя в мире, почти в 3 раза. Его сочные мясистые плоды ботаники называют ягодами. Да, ботаники называют плоды томата ягодами, потому что они под тонкой кожицей скрывают мясистую мякоть с косточками. Именно так они описываются научной литературой. Ягода – это ботанический термин, тогда как слово овощ и фрукт употребляются с точки зрения кулинарии. Причем овощи мы едим в сыром или приготовленном виде в составе основных блюд, а вот фрукты идут на десерт, поскольку плоды томата почти никто не ест с сахаром. А что же такое фрукт? Слово это заимствованное, оно попало в русский язык не раньше 18 века. Английский язык под этим словом понимает вообще всякий плод, выросший на растении. С этой точки зрения плод томата, яблони или картофеля, зеленый несъедобный, называется фруктом. По итогу помидор – это одновременно и ягода, и овощ, и фрукт. Вопрос о принадлежности плодов томата к фруктам, овощам или ягодам стоял настолько остро, что в 1893 году его решал Верховный суд США. Было единогласно признано, что при взимании таможенных сборов помидоры по способу их использования следует считать овощами, поскольку они подавались на обед, а не на десерт. Хотя суд отметил, что с ботанической точки зрения томаты – это ягоды. Ох уж этот меркантилизм. Через 100 с лишним лет на другом континенте снова возник этот же вопрос. Несмотря на то, что во всем мире плоды томата в обиходе называются овощами, в научной литературе ягодами, на законодательном уровне вопрос решенный не считался. Соответствующие инстанции Евросоюза в 2001 году постановили, что помидоры – это фрукты. И все-таки по своей природе произрастания томаты являются ягодой. А как насчет томата и помидора? Тут все просто. Если человек говорит о растении, то следует называть его томатом. Если же речь о плоде, то помидором. Также слово «томат» используется по отношению к термически обработанному продукту. Томатный сок, паста, томатный суп. Если плод добавляется в блюдо в сыром виде, то он останется помидором. Например, будет правильным сказать «салат с помидором и огурцом». А мы переходим к ботанике. Помидор съедобный относится к семейству посленовых. Растение это многолетнее, в зависимости от региона и погодных условий однолетнее и размножается семенами, находящимися внутри плода. Высота стебля бывает различной. Встречаются виды, размеры которых достигают примерно 1,5 метра. Стебли у них не только высокие, но еще и очень ветвистые. Листья прерывисто непарноперистые, с продолговатыми пористо надрезанными листочками. Цветет растение с июня по август. Цветки желтого цвета, собраны в завитки.
Плоды и ягоды красного и желтого цвета. По своему химическому составу они очень разнообразны. В них содержится сахар, пектиновые вещества, алкалоиды, минеральные соли. Кроме того, в них большое количество витаминов. Есть калий, каротин до 2 мг, витамины П, В, а также аскорбиновая кислота, причем почти столько же, сколько в лимонах и мандаринах. В отличие от многих других растений, помидор сохраняет ее в достаточно большом количестве даже при консервировании. Кроме того, в его составе пурины, клетчатка, лимонная и яблочная кислоты. Томаты – растения теплолюбивые. В более южных широтах, где нет никаких сильных холодов, его выращивают круглый год. Оптимальная температура для них 18-25 градусов. Если воздух ниже 7 градусов, то их развитие сильно задерживается. При отрицательной же температуре они и вовсе погибают. Кто выращивал томаты, знает, что не такое-то и простое дело. Между семенами и вкусными спелыми помидорами на столе целые месяцы упорного труда. Выращивание томата, высаживание рассады, поливе, обрезки и многих других способов ухода за томатами есть свои особенности и нюансы. Ждать, что просто опустив семечко в землю на некоторую глубину можно получить несметный урожай, не стоит. Нужно вооружиться всеми необходимыми знаниями и тонкостями. Ведь томаты – это очень щепетильное и требовательное растение, требующее особого отношения к посадке, поливу и прочим условиям успешного произрастания. Более подробно об этом вы можете узнать на канале «Вкусные грядки». Там рассказывают об этих красавцах много интересного. Как мы уже знаем, первые помидоры были небольшими по размеру. Найденные в Перу и Эквадоре не превышали своим объемом ягоды черной смородины. Как же так получилось, что он стал таким розовощеким красавцем? Конечно же, селекция. Помидором занимались многие умы на протяжении времени и не только в Европе. Например, первые упоминания о томате, выращенном в России, датировано концом 18 века. Он числился в каталоге, составленном известным ученым Петром Симоном Палласом. Согласно данному источнику, томат произрастал в Москве, в саду Демидова, а одним из первых людей, вырастивших томат в России, был Ефим Грачев. Он прославился еще и тем, что вывел у себя на огороде новый сорт гигантской белокочанной капусты. Этот человек был одним из первых русских селекционеров, добившихся своим трудом неплохих результатов, наглядно показавшим потомкам способность людей влиять на природные процессы. Ботаником в буквальном смысле этого слова его назвать, конечно же, нельзя. Но вклад Грачева в развитие растениеводства, в зарождение науки о выведении новых высокоурожайных сельскохозяйственных культур очевиден. Также большая заслуга в этом принадлежала русскому ученому-агроному Болотову, доказавшему, что плоды томата не только не ядовиты, но вкусны и полезны. В России они обладали плохим вкусом только потому, что они вызревали в течение сезона. Болотову удалось довести их до состояния спелости и продемонстрировать великолепный вкус этого овоща. По другую сторону океана пионером в помидоростроении был семеновод-ботаник по имени Александр Ливингстон из Райнольдсбурга, штат Огайо. Александру Ливингстону принадлежит большая заслуга в поведении многочисленных сортов томатов как для домашних, так и для коммерческих садоводов. Первый сорт помидоров Ливингстона «Парагон» был выведен в 1870 году, положив начало крупному предприятию по выращиванию томатов в округе. Также первыми селекционерами томата в Америке были Генри Тилден из Айовы и доктор Хэнд из Балтимора. И во многом благодаря селекционерам помидоры завоевали свою популярность. И хотя томаты ценны и сами по себе, частично заслуга в нескончаемой любви человека к красному овощу-ягоде принадлежит и этим людям. Прежде всего, их труды превратили помидор во всемирно известный продукт, максимально подходящий для культурного производства не только своими вкусовыми качествами, но и большой плодовитостью, удобством в транспортировке и хранении. Да, конечно же, не селекционеры придумали томат, он вырос самостоятельно, но именно опыты, проводимые овощеводами, сделали его пригодной для массового использования культурой. И на данный момент в мире существует несколько тысяч сортов. Перечислить все не представляется возможным, слишком уж длинный список получится. За всю историю селекционеры произвели множество опытов над растением. Их целью было как можно сильнее увеличить размеры плода,
придать лучший вкус, сделать его более пригодным для транспортировки. Кроме того, большое значение придает удобству в хранении. К концу второго тысячелетия агроспециалисты добились огромных успехов. Плод этой культуры стал гораздо крупнее, улучшив свои вкусовые качества. Он легко выдерживает длительные перевозки, сохраняя целостность кожуры. Достижения ученых не знают границ. Помидор вырос из небольшого плода размером со смородину до килограммового гиганта. Именно такой вес имеют некоторые экземпляры элитных сортов. Это поистине напоминает чудо. И это еще что? Томат может быть целым деревом. Но не стоит путать с настоящим томатным деревом тамарилла. Это другая история. Томата на море, томатный лес в деревне Экарин города Энива в Японии является домом для крупнейшего в мире растения томата, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса, с общей площадью листвы в 85 квадратных метров. Его выращивали на гидропонике из одного семени томата. И хотя большинство томатов дают от 20 до 30 штучек, это растение вырастило более 13 тысяч помидоров в год. Еще первые исследователи Америки завезли в Европу помидор, имеющий ярко-золотистую, оранжевую, розовую окраску. Дар работников сельскохозяйственных племен инков и ацтеков. В дальнейшем, благодаря труду селекционеров, появились томаты белые, черные, фиолетовые. А какие они имеют формы? Овальные, грушевидные, круглые и даже плоские, похожие скорее на произведение искусства, нежели на овощ. На садово-огородных участках помидоры обычно выращивают на грядках, но немногие знают, что если их чередовать с грядками земляники, то обе культуры от этого заметно выигрывают. Повышается урожайность ягоды, а плоды помидора становятся крупнее. Помидор любит дружить с морковью. Вместе с помидорами часто высаживают зонтичные растения, такие как петрушка и укроп. Они больше привлекают насекомых, которые нападают на томаты. Считается, что растения с сильным запахом, такие как лук, чеснок, базилик, орегано, мята, маскируют запах растения томата, затрудняя его обнаружение вредителями. Да и томат может выступить защитником. Например, для спаржи. Томат содержит солонин, который убивает спаржевых жуков, а спаржа содержит спаржевую кислоту, которая отпугивает нематод, врагов томатов. А кто не слышал сказку о вершках и корешках, где медведь постоянно попадался на уловки хитрого мужичка? Слышали? А что вы скажете насчет помидофиля? Пожалуй, немного. Если посмотреть на хозяйство почти любого фермера, то первым делом на грядках можно заметить разнообразные культуры. У многих это картофель и помидор. Непоседливые огородники устали растрачивать силы на эти растения, поэтому самый любознательный из них по имени Лютер Бёрбанк в начале прошлого столетия вывел нечто совершенно новое и уникальное. Ему удалось соединить в одном растении картофель и помидоры, что привело к появлению помидофиля. Это растение можно по праву назвать идеальным решением для многих фермеров. Дело в том, что помидофиль – гибрид томатов и клубней. Собирать урожай можно и сверху, и снизу, ведь на ветках у этого растения вырастают плоды, очень похожие по всем критериям на помидоры, а в земле созревает белый картофель. Неудивительно, что эта культура стала лакомым кусочком для всех бизнесменов. В 2013 году на рынке в Великобритании появились саженцы помидофиля, что привело в восторг многих огородников. Необычное растение произвело фурор, а фермеры отмечают, что его можно считать идеальным вариантом для маленьких огородов, ну или для хозяйств, которые чуть-чуть побольше. На самом деле, растение не встречается в природе и не может быть выращено из семян, поскольку две его части остаются генетически отдельными и зависят друг от друга только из-за питания и роста. Помидофиль растет ровно один вегетационный период. Его получают путем привоя. На стебле делается небольшой надрез, и таким образом растения соединяются. После того, как срезы заживут и растения соединятся, срезают верхушку листа картофеля, оставляя листья томата питать корни картофеля. Все хорошо, да только пока урожай оставляет желать лучшего. А нам остается только дождаться скрещивания персика и дыни.
Плод бы получился наивкуснейший, но ученые говорят невозможно, хотя дырсик или пердыня звучит просто восхитительно. Возвращаемся к помидорам. Полезные свойства и отменный вкус во многом и определили важную роль этого овоща среди продуктов питания. В помидоре содержится огромное количество питательных веществ. Благодаря им он обладает необыкновенными и целебными свойствами. Употребление в пищу свежих плодов спасает человека от полиавитаминозов. Их рекомендуют не только при лечении, но и для профилактики. При язвенной болезни очень хорошо помогает свежий томатный сок, а плоды используют в пищу при болезнях печени. Они являются также неплохим заживляющим средством. Их прикладывают к нарывам и царапинам. Красивая, стройная, подтянутая фигура и легкая походка – это ли не заветная мечта многих, у кого лишний вес? Причем не только женщин, но и мужчин. Ведь внешняя привлекательность и здоровье порой самым тесным образом связаны с вашей комплекцией, и недовольство ее излишками вполне понятно и обосновано. Фраза «хорошего человека всегда должно быть много» в наше время, пожалуй, успокоит лишь абсолютного оптимиста, но никак не того, кто заботится о своем здоровье. И если полностью сбросить вес не получится, то благотворное влияние на организм тучных людей помидоры оказывают. Значительное количество солей калия, содержащихся в них, снижает способность тканей организма удерживать воду, что благоприятствует похудению. Кроме того, витамин С, которым богат этот целебный овощ, способен привести в норму процесс холестеринового обмена. Еще одна очень важная деталь – балластные вещества способствуют выведению из организма большого количества холестерина. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний включает в себя резкое ограничение в пищевом рационе продуктов, содержащих холестерин и жиры животного происхождения. В ежедневное меню следует включать как можно больше овощей. Огромную пользу приносит употребление томатов как в виде целых плодов и салатов, так и в виде сока. Свежие помидоры и томатный сок в чистом виде и в сочетании с другими компонентами – это ценное целительное средство при всех формах атеросклероза. Если вы будете включать в свой рацион блюда из свежих и подвергнутых тепловой обработке томатов, то это обеспечит серьезную гарантию улучшения вашего состояния и поможет избежать осложнений. Полезным является томатный сок и для печени. Он выступает в роли средства для очищения организма. Употребление сока из помидоров избавляет печень от токсинов, которые негативно влияют на ее работу. Витамин А в томатном соке защищает зрение и сохраняет его остроту. Он выступает в роли антиоксиданта, уменьшающего окисление в сетчатке глаза. Витамины А и С в томатном соке полезны для сетчатки. В одном стакане томатного сока половина суточной нормы витамина С и провитамина А. Томатный сок влияет на состояние и здоровье кожи. Он выступает в качестве средства от загара, противостоит обесцвечиванию кожи, помогает в лечении угрей и регулирует выработку кожного сала. Но, как всегда, необходимо во всем знать меру. Как ни странно, помидоры могут и навредить. Они содержат яблочную и лимонную кислоты, и слишком большое их потребление может нанести вред желудку. И если есть слишком много помидоров, то это может вызвать другие желудочно-кишечные проблемы, такие как синдром раздраженного кишечника. У некоторых людей употребление томатов вызывает такие побочные эффекты, как вздутие живота и диарею. Кроме того, томаты могут вызвать аллергию. Хотя аллергия на помидоры встречается редко. Так что, как и во всем, дорогие друзья, не злоупотребляйте. И на этом чудеса не заканчиваются. Полезные свойства помидоров увеличиваются после термической обработки. В них возрастает содержание ликопина, который улучшает процессы жизнедеятельности всего организма. Именно ликопин придает помидорам и соку красный цвет. И раз про обработку, значит про обработку. Сколько в мире блюд включают помидоры? Точное количество одним из компонентов, которым является помидор, назвать нельзя. Но то, что их очень много, факт, не требующих подтверждений. Именно помидор является одним из главных составляющих знаменитого на весь мир кетчупа, без которого не могут представить свой обед большинство людей мира. А кто не любит популярнейший, благодаря своему вкусу и простоте в приготовлении, салат из долек помидоров и огурца, залитых подсолнечным маслом
или сметанкой. Помидоры варят, жарят, солят и консервируют. Дольки сушат. Он очень вкусен и полезен в свежем виде. С ним кулинары могут наиболее полно проявить свою изобретательность и находчивость. Казалось бы, простой и понятный помидор. Настоящая находка для истинного гурмана. Он может удовлетворить самые утонченные фантазии заядлого любителя вкусно поесть и при этом остаться доступным для каждого. Его изысканность сочетается с легкостью в приготовлении и многообразием вкусовых диапазонов полученных блюд. Помидор можно включить в состав диетического питания. Он низкокалорийен, что не способствует чрезмерному увеличению веса. Чтобы помидоры не гнили, их необходимо правильно хранить, так как век свежих плодов весьма недолг, и их нужно переработать, засолить в катках, законсервировать. Про изготовленные из него соусы уже и так сказано немало. Способов переработки томатов на свете существует множество. А еще помидор стоит на вооружении в Испании один раз в году и только в торжественный день. Ля Томатина – ежегодный праздник, проходящий в последнюю неделю августа в испанском городе Буньоль. Десятки тысяч участников приезжают из разных стран для участия в битве, оружием в котором служат помидоры. Фестиваль длится неделю и включает в себя музыкальные номера, ярмарку, парад, танцы и салют. Население Буньоля составляет 10 тысяч человек, но в период празднества сюда приезжают до 50 тысяч туристов. При подготовке к фестивалю владельцы магазинов закрывают большими пластиковыми щитами окна своих заведений, чтобы защитить их от предстоящего безумия, в ходе которого используется около 150 тонн помидоров. И этот сочный хаос длится ровно час, после чего водометы делают залп, подавая сигнал к завершению сражения. После этого момента помидорами бросаться больше нельзя. После битвы стены окружающих домов становятся красными, а томатная жижа на мостовой доходит до щиколоток. И хорошо бы, если все битвы на планете Земля происходили бы в таком ключе. Ведь начало традиции было положено в 1945 году, в году, когда закончилась Вторая мировая война. И что первая битва помидорами произошла между друзьями в процессе драки на празднике. И люди нашли компромисс благодаря красной ягоде, фрукта, овощу. Это то самое растение, которое и лечит, и кормит, из которого в свое время делали украшения и цветы, которые дарили любимым девушкам. Красный красавец, имеющий простое и знакомое каждому название – помидор. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.